Погрузись в мир комфорта и эстетики с диваном от Boca-Room. Сочетание уникального дизайна и современных технологий. Boca-Room – новый стандарт мягкой мебели в России. Друзья, здравствуйте! Представьте себе, что вы Наполеон Бонапарт. Вы недавно высадились со своей армией в Египте. У вас впереди куча очень важных дел. Значит, сначала надо Египет у англичан отобрать, потом вам придется выстроить политическую карьеру, стать императором, завоевать Европу. В общем, у вас полное ощущение, что вы в эпицентре событий, на гребне истории. Важнее вас никого в этот момент нет. Да и, в общем, сравниться-то с вами могут двое, наверное. Юлий Цезарь и Александр Македонский. И вот ваша армия, которая состоит наполовину из босоногих французских крестьян, подходит к Каиру. И у грязной деревушки под названием Гиза впервые видит египетские пирамиды. И как-то сразу все, о чем вы думали, о чем беспокоились, все это кажется каким-то мелким и незначительным, потому что вот эти пирамиды построены еще в те времена, когда ваши предки французские ходили в шкурах, жили в лесу и вообще молились непонятно кому, наверное, каким дубам. Пирамиды простояли 4000 лет и простоят, видимо, еще столько же. Видели они Цезаря, Александра Великого и еще бесконечное количество царей и полководцев, каждый из которых считал себя главным героем человеческой истории. Цари и полководцы давно превратились в прах, и кроме нескольких человек абсолютно забыты, а пирамиды стоят. Наполеона пробрало, понятно. Он так впечатлился зрелищем, что начал свою речь перед сражением со слов: «Солдаты, 40 веков истории смотрят на вас». Если предположить, что пирамиды действительно могли на что-то смотреть, то им было бы абсолютно наплевать в этот момент. Что, они сражений, что ли, за 4000 лет не видели? В общем, друзья, мы начинаем новый урок истории. И сегодня поговорим о пирамидах. Откуда они взялись, об их значении, их постройке, о конструкции и о множестве диких конспирологических теорий, которые вокруг пирамид накручены. Давайте начнем. Давайте представим, что дело происходит где-то за 1000 лет до Наполеона. Вы, значит, могущественный арабский халиф, местный властитель. Из вашей крепости в центре Каира невозможно не заметить пирамиды. Они бросаются вам в глаза каждый день и, честно говоря, бесят. И вот вы решаете вскрыть самую большую из них, великую пирамиду Хеопса. Там же наверняка лежат какие-то несметные сокровища. Там золото, серебро, драгоценные камни размером с человеческую голову. Обо всем этом вы читали в древних книгах, что в римские времена где-то на северной стороне был вход, и его можно было открыть. И вот по приказу халифа целая орда рабочих несколько месяцев подряд каждый день долбится в пирамиду. Они пробуют молотки, кувалды, поливают облицовку уксусом, чтобы камень разъело. Наконец, по звуку падающих камней где-то внутри строители понимают, что промахнулись метров на 5 в сторону и метров на 10 по высоте. Наконец, ваш тоннель все-таки выводит вас в нужный коридор. Но вот те самые первые строители пирамиды, которые уже несколько тысяч лет как мертвы, предусмотрели такой вариант. Внутри арабы не найдут никаких сокровищ, только толстый слой пыли. Ночью визирь подбросит в пирамиду кувшин с золотыми монетами, которых как раз хватит на оплату труда рабочих. А то, уж совсем как-то неловко получается, люди месяцами занимались не пойми чем. Еще через 500 лет один из наследников арабского халифа решит, что такую штуку надо как-то все-таки применить в хозяйстве. И снимет с пирамиды Хеопса белую облицовку, а из добытых плит построит одну из самых красивых каирских мечетей. А вот через пробитую халифом дыру внутрь пирамид теперь попадают туристы, она до сих пор сохранилась. Возможно, если вы были в Гизе на экскурсии, вы тоже через эту дыру в пирамиды лазили. Пожалуй, современный мир теперь просто невозможно представить без такой вещи, как банковская карта. С картой покупка может быть удобной, а с картой от МТС деньги еще и выгодной. Можно оформить дебетовую карту от МТС деньги и получать кэшбэк 5% за покупки в супермаркетах и 30% за оплату связи
или оформить кредитную карту от МТС «Деньги», с которой вам будет доступна беспроцентная рассрочка на 415 дней на покупки девайсов и путешествий в сервисах МТС. Кроме того, с этой картой можно получать повышенный кэшбэк в выбранных категориях. Те, кто оформит дебетовую или кредитную карту МТС «Деньги» сейчас, в подарок получат подписку МТС Премиум с доступом к сервисам экосистемы на 2 месяца. Поэтому, друзья мои, переходите по ссылке прямо сейчас, оформляйте карту МТС «Деньги» и получайте дополнительную выгоду. Ссылка уже ждет вас в описании. Пирамиды поражали еще древних греков. И уже для греков были совершенно невероятной древностью. То есть непонятно вообще, когда их создали. Собственно, первые письменные свидетельства о пирамидах, которые у нас есть, это Геродот, отец истории. И Геродот жил, получается, в V веке до нашей эры. А пирамида Хеопса построена, по предположениям специалистов, как минимум в 27 веке до нашей эры. То есть Геродота от пирамид отделяло 22 века, чуть меньше, чем нас сейчас отделяет от самого Геродота. Древние греки и римляне ездили в Египет поглазеть на пирамиды точно так же, как мы с вами сейчас ездим смотреть на Акрополь и Колизей. И уже тогда занимали их все те же вопросы, что и нас. Что это вообще такое? Кто и каким образом выстроил эти пирамиды? Зачем все это было нужно? Что внутри? Как и нам, спросить было уже не у кого. Фараонов давно не было, Египет был захвачен персами. За 1000 лет египтяне сами многое забыли. А жрецы, которых осталось чуть-чуть, по понятным причинам, не спешили делиться секретами с туристами. Пирамида Хеопса входила в античный еще список 7 чудес света. И это единственное чудо из всех 7, которое сохранилось до наших дней. Давайте сначала разберемся с официальной и самой, будем говорить, вероятной версией. Собственно, Геродот как раз родоначальник этой версии. Более ранних свидетельств у нас все равно с вами нет. Геродот сообщил, что египтяне – самый религиозный и набожный народ, который он видел в своей жизни. Народ, буквально повернутый на религии и на загробной жизни. По Геродоту пирамиды – это усыпальницы фараонов. Правда, он уточнил, что, например, Хеопс внутри своей пирамиды не похоронен. Из понятного опасения, что рабы, которых Хеопс заставил эту пирамиду построить, после смерти захотят отомстить и осквернят его тело. Действительно, в самих пирамидах, в отличие от гробниц долины царей, редко находят мумии. А если находят, то это обычно какие-то фрагменты. От Геродота же происходит версия о том, что пирамиды построены рабами. Потом эта версия надолго прописалась в исторической науке. Древние греки были рабовладельцы и работорговцы, и им тяжело было представить, что вот эти махины будет строить добровольно свободный человек, таскать по пустыне вот эти, каменные блоки на своем горбу. Сейчас эта версия уже не основная. По актуальным исследованиям строительством пирамид занимались специальные бригады вольно-наемных рабочих, которым очень хорошо за это платили. Но вот что касается погребальной функции, то да, скорее всего, или возможно, так оно и было. Вокруг пирамид обнаруживают массу всякого, связанного со смертью. Поблизости разные храмовые комплексы, где совершались погребальные отряды. Внутри самих пирамид на стенах иногда высечены погребальные тексты, где перечисляются достижения умерших. Но все равно у людей античности это также не укладывалось в голове, как не укладывается и у меня, например, сейчас. 20 лет подряд всей страной строить гробницу одному человеку. Даже если это человек фараон. И бросить всю экономику вообще на это построение. Это как вообще? Фараон, кстати сказать, в момент построения был жив-здоров и даже с нетерпением ждал завершения строительства. И вот он давал архитектору ценные указания. Значит, давай повыше. Не хочу, чтобы могила была меньше, чем, например, у моего бати. Надо мной же будут смеяться потомки. А архитектор не то, что копает большую яму, он насыпает здоровый холм и устанавливает там обелиск, да? Нет, не так же. Он решает сложнейшую инженерную задачу. Такую сложную, что и сейчас со всей нашей наукой и техникой история нетривиальная. Я в этом выпуске буду периодически занимать роль такого телезрителя, которым я во многом и являюсь. То есть очевидно, что есть история человечества, есть исторические документы. Когда исторических документов нет, есть более ранние хроники, воспоминания. И вот, сопоставляя все это, плюс применяя всякие радиоуглеродные анализы, математические модели, ученые предполагают, что это было так. Я
опять же, да, как телезритель, ну, меня во многих местах плющит, что называется. Как-то было так. Вот, смотрите. У египтян никаких дизелей нет, никаких башенных кранов нет. Только молотки, зубила, веревки, сверла и камни. Значит, вот этими камнями они шлифовали другие камни. Вот здесь маленькая вставочка. Вы попробуйте взять, значит, вот большой какой-нибудь камень, достаточно там среднего размера у себя на даче, и попробуйте его отшлифовать другим камнем. Ну, попросите там 25 своих друзей, например, чтобы они с вами уделили какое-то время. Потом запишите, сколько вы будете одну сторону шлифовать до поверхности книжки, сколько у вас займет это времени, дней, а возможно недель. У меня таких экспериментов в жизни не было, но я просто представляю, что вот как бы сейчас шлифовальные машины, они оборудованы всевозможными там алмазной крошкой, еще чем-то, и процесс, естественно, идет по-другому. А когда ты камень о камень вот так вот вводишь, ну я не знаю, сколько у тебя времени это займет. Это опять вопрос дилетанта, я буду их периодически эти вопросы задавать. А мы вернемся к пирамиде Хеопса. Мы будем все время к ней возвращаться, потому что она, ну, во-первых, самая большая, во-вторых, самая впечатляющая и, в принципе, самая показательная. Официальное название в переводе с древнеегипетского «горизонт Хуфу». У пирамид вообще были очень поэтичные, такие мегаломанские, я бы даже сказал, названия. Горизонт Хуфу, сияние Снофру, божественный Микерин, ну и так далее. Хеопс – это греческое искажение. На самом деле фараона звали Хнум-Хуфу. Ну так вот, высота пирамиды Хеопса 146 метров. Площадь основания 230 на 230 метров. Несколько тысяч лет это был самый большой рукотворный объект на всей планете. Пирамида построена из 1,5 миллиона каменных блоков. Средняя масса одного такого блока 2,5 тонны. Но есть и более тяжелые. Например, внутренняя погребальная камера собрана из гранитных блоков. И вес самого тяжелого из этих блоков 30 тонн. Общее количество материала 5 миллионов тонн известняка и 8 тысяч тонн гранита. Стройка, по самой распространенной версии, продолжалась 20 лет. И учитывая количество блоков и сложность работ, 20 лет – это очень мало. Ну, я от себя добавлю, это ничтожно мало. Я совершенно не представляю, какую надо, знаете, иметь даже не организацию вот математическую, блоки, отвесы, как это все перемещать, а логистически, просто как несколько сотен тысяч человек вольных каменщиков плюс рабы должны все эти миллионы блоков перетащить. Я вот это совершенно не могу представить себе в 21 веке. Ну, видите, значит, историки же говорят, что так оно и было, да? Вот египтяне, значит, были настолько высоко организованы в плане логистики и строительства, что уже тогда не умели это делать. Едем дальше. Пирамида была идеально сориентирована по сторонам света. Север, восток, юг, запад. И построена явно людьми, которые понимали в инженерном деле. Например, граней там на самом деле 8. То есть каждая из сторон, посмотрите, разделена пополам и чуть-чуть вогнута вовнутрь для устойчивости. До инцидента с султаном пирамида была облицована белыми плитами из известняка, которые делали грани визуально плоскими, а не ступенчатыми, как сейчас. Плиты были отшлифованы и плотно, значит, пригнаны друг к другу. Местами зазоры были меньше миллиметра. В высшей точке было установлено специальное навершие, так называемый пирамидион. Это такая пирамидка поменьше. Она была позолочена. То есть белый камень сиял на солнце, вверху сверкала позолоченная верхушка. Можно себе представить, какое впечатление это все производило на египтян. Здесь еще один вот такой момент, на который я обратил внимание. Если вы посмотрите на кладку пирамид, есть эти фотографии, то там не то, что вот кирпич вот такого размера, и такого же размера чуть повыше, потом еще другой, тут рядом нет. Некоторые кирпичи вот так вот выпилены, чтобы их было удобнее подгонять. Некоторые короче, некоторые длиннее. То есть, в принципе, не только логистически, но и совершенно четко производство рассчитано. То есть, вы понимаете, да, это не то, что вот сейчас собираются, если архитектор сделать, там, открыть ресторан или квартиру вам отремонтировать. Он, значит, в автокаде все это планирует, и ему говорят, вот здесь нужно в туалет плиткой, значит, обкладывать, здесь нужно там 16 и 0,2 плитки. И эту плиточку отпилит вам рабочий, и так ее поставят, вот, чтобы она ровную картину создавала. Теперь представьте себе, вот на пирамидах также было посчитано. Никаких компьютеров нет. Как это все визуально можно было представить, я не понимаю.
Но возвращаясь к пирамидам, это и сейчас впечатляет, хотя мы уже видели, и Бурдж-Халифа есть, и человек в космос улетел, все что угодно. А представьте, каково было на это смотреть неграмотным древнеегипетским крестьянам. То есть живешь в хижине из глины и пальмовых листьев, ловишь крокодилов на ужин, или крокодил ловит на ужин тебя, а на горизонте сияет вот это. Все, вопросов никаких нет, понятно, что там фараон – это живой бог. Надо ему, понятно, и налоги платить, и жрецов надо слушаться. Понимаете, да, вот что у меня вызывает диссонанс. Крестьяне, которые, значит, молятся крокодилам, понимают, что фараон – это живой бог, и приходят просто в ступор от этой пирамиды, которую они, в общем, 20 лет тоже и строили, эти крестьяне. То есть здесь крестьяне балбесы, которые в глиняных хижинах живут, в тот же момент они могут создавать такие произведения искусства архитектурного. Не укладывается у Сергея Минаева, телезрителя из Москвы, это в голове. Тут вообще надо понимать, что такое Древний Египет. Ну, во-первых, главная артерия – это Нил. А если кто был в Египте, он знает, что в этом плане со времен Хеопса ничего не изменилось. Вся жизнь вокруг Нила, и вот вокруг Нила вытягивается такая узкая полоса по двум берегам этой реки, остальное это пустыня. С точки зрения, давайте здесь поселимся, Нил в древнем мире был абсолютным джекпотом. Огромная полноводная река. Что такое вода? Это жизнь, это сельское хозяйство. Древние государства, которые появились вокруг таких рек, все были более-менее похожи по своему устройству. Их называют аквадеспотиями, подразумевая, что все вертится вокруг сельского хозяйства и распределения воды. Ну, селишься ты на берегу, копаешь оросительный канал, и все, больше ничего не надо. Живи так приблизительно хоть 1000 лет, хоть 10 тысяч лет. Ну, египтяне и жили. А Нил, к тому же, стабильно разливался каждый год. И до недавнего времени, когда его перегородили Асуанской гидроэлектростанцией, разлив приносил с собой невероятно плодородный ил, который, собственно, удобрял почву. Плюс теплый климат. Египетская зима – это 10-15 градусов выше нуля. В результате в долине Нила можно было собирать по нескольку урожаев в год. И вот, собственно, Египет был таким огромным агрокомплексом, который кормил не только себя, но и все Средиземноморье, весь древний мир, каким мы его знаем. Вокруг экспорта египетского зерна постоянно были различные политические коллизии, в том же Риме, например. Потом это будет в Византии. Ну, то есть при таком общественном устройстве лучше всего, когда ничего не меняется. Урожай посадил, урожай собрал. Так жили многие поколения. Конечно, были и войны, и иностранные вторжения, но даже они мало что меняли. Никто не хотел ломать то, что и так хорошо работает. Нового владыку просто объявляли богом, фараоном и далее. А вся бюрократия, вся система управления оставались такими, какими они были. Мы в этом говорили в выпуске про Клеопатру. Когда римляне пришли, они не стали говорить, что теперь у вас, значит, будет римская система управления. Жрецы им сказали, вот это не надо ничего нашим людям объяснять. Мы скажем, что вы новый фараон, да, ребята все поймут, элиты все поймут, и все, маску золотую на вас наденем, ничего не ломайте, все будет работать, хлеб будет постоянно доставляться в Рим, а вы будете живым богом. И римляне на это быстро согласились. Таким образом, для обычного египетского крестьянина вообще ничего не менялось. Захватчик как бы подключался к уже готовому интерфейсу и через этот интерфейс начинал управлять. Такой вечный, значит, циклический муравейник. И самый удобный способ управлять таким обществом, ну это, конечно, религия. Если в других государствах древнего мира большую роль играли торговцы, воины, политики и другие понятные нам с вами сегодня люди, то весь Египет находился под властью жрецов. Храмовые комплексы занимались одновременно и пропагандой, и менеджментом всего государственного устройства, в том числе и сельского хозяйства, и образованием, и накоплением знаний. И на вершине всего был, конечно, фараон. Не только абсолютный монарх, не только верховный жрец, но и для простоты буквально живой бог, сакральная фигура. Живой бог не в том смысле, что его очень любили или очень боялись, хотя это, конечно, тоже. И не в том, что он мог с тобой сделать все, что захочет, хотя и не без этого. А в том смысле, что фараон в представлении населения отвечал за базовые вещи. Ну, то есть, без него солнце не всходило, Нил не разливался. И чисто по-человечески это можно понять. Жизнь в полной зависимости от вот этих вот нильских разливов – это жизнь в ситуации, когда ты вообще ничего не контролируешь. Разлив был – отлично, значит, живем. Разлива не было – плохо очень, значит, засуха, массовый голод. И тут религия дает ощущение контроля, чувство, что от тебя все-таки что-то зависит. Почему засуха? Священных крокодилов плохо покормили. Или ритуалы косячно выполняли. Неправильно. В следующий раз покормим крокодилов как надо, все будет хорошо.
Жрецы при этом могли быть даже и не в курсе, что дело совсем не в крокодилах. Люди это были образованные, надо понимать, умные, опыт менеджмента у них был огромный. Но население, зачем вот беспокоить этих крестьян, которые уже 100 поколений подряд работают на полях и роют каналы? Они все равно не поймут, о чем речь. Вообще египетская религия – это огромная тема на отдельный выпуск. И сейчас мы не будем посвящать час пересказу египетской религии, но пару слов нужно сказать, иначе будет непонятно. А зачем вообще так заморачивались с пирамидами? Египтяне жили в циклическом ритме разливов Нила. И мироощущение у них тоже было циклическое. Река разливается, река убывает. Пшеничное зерно сажают в землю, оно прорастает, потом колос срезают и сажают новое зерно. Видите, это даже звучит как мантра. Центральная фигура египетского пантеона – это Осирис, бог плодородия и загробного мира. В мифах его убивают, а расчленяют и бросают в Нил. Но он воскресает из мертвых. Соответственно, древние египтяне верили в вечную жизнь после смерти. Не только для бога Осириса, но и для себя. Мысль достаточно очевидная. Все вокруг обновляется, круговорот природы вечен, значит, и человек, скорее всего, насовсем не умирает. Были, конечно, нюансы. Нужно было прожить достойную жизнь, твое сердце взвешивали на весах, ну и так далее. Но основной принцип был такой: чтобы душе было куда возвращаться, нужно сделать из человека мумию. И посмертный успех некоторых из них напрямую зависел от состояния мертвого тела. Поэтому тела прятали в надежных гробницах, чтобы мумии никто не навредил. Туда же клали все необходимое в посмертном путешествии. Но фараоны, понятно, получали сокровища, оружие, колесницы и другие богатства, а также целые армии слуг в виде специальных статуэток. Для фараонов строили пирамиды или подземные гробницы с тайниками, ложными дверьми, чтобы грабители обмануть, когда они придут могилы грабить. Людей победнее после смерти обертывали в ткани, иногда закапывали прямо в песок пустыни. В загробную дорогу они получали посох и сандалии. Считается, что именно пустыня навела древних египтян на мысль о мумификации. В Египте очень сухо, дождя там практически не бывает, и в пустыне тела не разлагались, а высыхали и сохраняли свою форму. Но это было только начало. Достаточно скоро египтяне достигли огромных успехов в мумификации. Были специальные жрецы, которые прекрасно знали анатомию. Специальные инструменты, которыми вытаскивали из тела все, что мумии было уже не нужно, но могло вызвать разложение. Придумали химические составы для бальзамирования. Было несколько вариантов мумификации. Буквально эконом, комфорт и бизнес-класс мумификации. Люди, скорее всего, тут старались не экономить. От этого напрямую зависело качество посмертия. И вот процедура была отработана до мелочей. Тем более, что все, что надо было делать, в темпе и при этом безукоризненно соблюдать нужные ритуалы. Какой амулет куда положить, какие слова произнести. И это с нашей точки зрения похороны просто дань уважения усопшему. С точки зрения египтянина на кону тут была человеческая жизнь. И тот факт, что это была загробная жизнь, ничего особенно не менял. Ну, вы спросите меня, ну а что, нереально, что ли, в это во все верили? Ну, без всяких прям доказательств? Ну, как сказать? Вот сейчас у сверхбогатых есть мода на крионику. Люди добровольно ложатся в глубокую заморозку в надежде на то, что когда-то там в далеком-далеком будущем ученые изобретут физическое бессмертие. Конспирологи говорят, что под аэропортом Денвера уже целые штабеля этих холодильников с телами богатых людей. Гарантий тут тоже никаких нет. Гораздо более вероятно, что какой-нибудь дебил в 2136 году случайно сядет на кнопку и выключит, например, электричество. И все, вечная жизнь превратится в какое-то жидкое состояние тела, и все эти, значит, богатые люди никогда больше не оживут. Но, тем не менее, никого же это не останавливает. Мумификация, по сути, по древнеегипетской сути, была такой же крионикой, только основанная на религиозных, а не на технических принципах. Египтянин всю жизнь думал о смерти, но не в мрачном смысле. Наоборот, он надеялся, что его ждет вечность. И с этой точки зрения идея всей страной 20 лет строить гробницу для фараона, согласитесь, уже странной не выглядит. А это были действительно великие стройки. Каждая пирамида, по сути, национальный проект. Как, например, строили пирамиду Хеопса. Сначала долго выбирали место, локация была новая. В предыдущем некрополе такая большая пирамида уже бы не поместилась. Нашли более-менее плоскую известковую скалу. Очень удачно, сразу решили вопрос с фундаментом.
со стройматериалами решили. Известняк для пирамиды можно было добывать тут же, прям поблизости. Все было распланировано с огромной точностью. План разметили прямо на известняке, высверлили всякие пометки там. В результате расхождение по длине между разными сторонами пирамиды не больше 4 сантиметров, а по высоте не больше 2. Интересно, что по погрешностям археологи все-таки поняли, с какой стороны строители начинали работать. С восточной. Она сделана точнее. Скалу выровняли, но в самой середине не тронули и оставили возвышение, вокруг которого, собственно, начали складывать пирамиду. Есть расхожее мнение, что пирамиды сложены из каких-то одинаковых каменных блоков невероятно правильной формы. Это совершенно не так. Внутрь шли блоки очень разного размера, очень грубо обработанные. Их добывали тут же, к юго-востоку от стройки. Сейчас считают, что из карьера прямо к площадке шел пандус, который потом разобрали. Легко все равно не было. В нижнюю часть пирамиды шли блоки по 3 тонны, в верхнюю по тонне. Об эстетике внутренней кладки особенно не заботились. Неровности могли даже подсыпать в процессе строительства песком. Последние исследования показали пустоты внутри кладки. Камни правильной формы шли на внешний слой и укладывались рядами с небольшим отступом. Сначала работать можно было с земли, потом вокруг пирамиды стали строить леса и пандусы по мере того, как, собственно, пирамида росла вверх. После стройки леса частично разобрали, а частично они оказались в ядре самой пирамиды. Всего внешняя кладка состоит из 201 яруса. Считается, что десяток верхних утрачен. Потом шел слой мелких камней и раствора. Его химический состав сейчас проанализирован. Там нашли, среди прочего, древесный уголь. Ну и потом сверху, наконец, шла облицовка. Вот тут строители уже заморочились по-настоящему. Для облицовки был взят белый известняк из другого карьера, с противоположного берега Нила. Причем сейчас даже известно откуда. В 2013 году французские археологи нашли папирусы с дневником Мерера, одного из прорабов на строительстве Великой пирамиды. Вот этот прораб как раз отвечал за транспортировку облицовочного известняка. Блоки сначала везли на лодках, потом тащили до стройки волоком, и вот, по мнению ученых, плиты сначала укладывали и только потом шлифовали. Отсюда такая плотная подгонка. Но опять же, это звучит-то просто. А надо понимать, что единственный способ отшлифовать камень в те времена — долго и нудно скрести по нему другим камнем, более твердым. Сколько времени это занимало, страшно себе представить. Папирусы с дневниками прораба, кстати, обнаружили на Красном море, в точке, откуда Хеопс отправлял в свое время экспедиции за медной рудой и бирюзой. Еще известно, что специально под строительство пирамиды фараон искал подходящие источники красного пигмента и других естественных красок. То есть все это было несколько сложнее, чем закупить материалы оптом у какого-нибудь одного подрядчика. Самое впечатляющее то, как египтяне использовали гранит. В отличие от известняка, его везли издалека, из Асуана. Нил это, конечно, упрощал. Когда у тебя есть вода, при желании можно доставить что угодно и куда угодно. Но все равно многотонные гранитные блоки везли за 900 километров. Гранит был нужен для прочности внутренних помещений, погребальных камер и тоннелей, иначе пирамид просто раздавит их своим весом. В пирамиду можно было попасть через вход, который находился в 15 метрах над землей и закрывался каменной пробкой. Тоннель оттуда шел вниз к подземной погребальной камере, так считают археологи. К незавершенной камере, ее не завершили и бросили. Как вариант, она могла быть запасной, на случай, если фараон умрет слишком рано. Тогда пирамиду достроили бы прямо над телом фараона. По дороге к нижней камере тоннель раздваивается. Ответвление одно уходит вверх, в сердцевину пирамиды. Там еще одна развилка. Горизонтальный тоннель шел в так называемую камеру царицы. Насчет царицы, кстати, не факт. Есть версия, что в камере могла храниться статуя фараона и таким образом жить одна из его нескольких душ. И вот тут уже нашли следы грабителей могил, которые, видимо, когда-то сумели пробиться внутрь. Выше был объем, который принято называть большой галереей. Это длинный участок тоннеля с 8-метровым сводом. Ну а за галереей была камера царя, которая облицована черным гранитом. Там нашли только пустой саркофаг. Из такого же гранита сделаны стены. Вход перекрывают 3 массивных гранитных двери. Когда-то их опустили на место при помощи сложной системы тяг и противовесов.
Потолок поддерживает 9 гранитных балок, которые сами по себе весят 400 тонн. Это была достаточно такая хитроумная инженерная конструкция с системой распределения нагрузок. Забавно, что строители где-то ошиблись в расчетах. С южной стороны в потолочной балке есть трещина. Причем появилась она, судя по всему, еще при строительстве. Археологи нашли технический тоннель, который явно пробили, чтобы слазить посмотреть, все ли там нормально. Стройка в Гизе сама по себе была масштабной. Строительство пирамиды тащила вся экономика страны, и в той или иной степени в нем было занято все население Египта. Кто-то таскал камень, кто-то поставлял материалы, кто-то кормил и одевал строителей, кто-то вел сметы и документацию. Интересно, конечно, удавалось ли им что-то отпилить на материалах, и что делали с тем, кого на этих распилах поймали. На стройку работали целые пивоваренные заводы и сотни животноводческих хозяйств. Геродот называет цифру в 100 тысяч строителей, но, скорее всего, конечно, перебарщивает. К тому же он прикидывал число рабов. Современные исследования называют цифру в несколько тысяч профессионалов-артельщиков. Это не только строители, но и, например, работники мастерских, которые изготавливали и чинили инструменты. Ну, понятно, что ни Геродот, ни современные историки ничего точности не знают, а только предполагают. Стройку в Гизе сейчас активно раскапывают, и это буквально целый город. Фараон иногда бывал и жил тут же на стройке в отдельном временном дворце, и отсюда управлял страной. Пирамидой дело не ограничивалось. Рядом нужно было построить храмовый комплекс, гробницы для семьи, гробницы для топовых чиновников. Это был такой бонус госслужбы. После смерти тоже будешь упакован, лучшие профессионалы в стране все сделают. Ну и архитектор, который все это строил, себя тоже не обидел. Для него тоже была готова гробница поблизости. Конечно, пирамидой Хеопса дело не ограничивается. В Египте огромное количество пирамид. Сейчас выявлено как минимум 118 штук, и наверняка есть еще. Самые известные, кроме Великой, это две других пирамиды, стоящие рядом с этой пирамидой на плато Гиза. Пирамида Микерина и пирамида Хафра. У Микерина пирамида скромнее, всего 66 метров в высоту. Но зато в конструкции есть монолит, который весит больше 200 тонн. Вес, с которым, не всякий современный инженер вообще поймет, что делать. Выглядит эта пирамида тоже стильно. Кроме белого известняка, она была облицована красным гранитом. В XII веке один из арабских султанов, кстати, сын знаменитого Салах ад-Дина, велел эту пирамиду разрушить. 8 месяцев рабочие пытались сделать с этой пирамидой хоть что-нибудь, но потом бросили, сдались. Все, что они добились, это сделать дыру на одной из граней. И сообщили заказчику, что по их прикидкам разрушать пирамиду они будут дольше, чем ушло на ее постройку. Такое ощущение, что по другим стандартам древнеегипетские строители не работали принципиально. Пирамида фараона Джосера в Саккаре построена в 27 веке до нашей эры и считается самой древней в Египте. Она хорошо сохранилась, и по ней можете представить, как развивались пирамиды в принципе. До Джосера знатных египтян хоронили в одноэтажных гробницах под названием мастаба. По форме это были тоже пирамиды, но усеченные. Погребальные комнаты с мумиями там располагались под землей. Джосер изначально заказал себе такую же, но архитектор решил поэкспериментировать и построил ступенчатое сооружение. Результат понравился. Во-первых, выглядело внушительно, а во-вторых, тут был определенный символизм. Получалась как бы такая лестница в небо. Интересно, что мы даже знаем имя архитектора – Имхотеп, визирь фараона, мудрец и астролог. Карьера у него сложилась настолько хорошо, что 10 с чем-то веков спустя египтяне уже почитали его как бога мудрости и медицины. В Саккаре тоже не одна пирамида, а целый некрополь, очень интересный. Там есть, например, пирамида фараонов 5 и 6 династии, где на стенах внутренних помещений обнаружили так называемые тексты пирамид. А это, между прочим, первые найденные образцы древнеегипетской погребальной и магической литературы. В основном там описание ритуалов, защитные заклинания и другие всякие полезные лайфхаки для путешествия по загробному миру. Самые древние из найденных заупокойных текстов датированы 25-24 веком до нашей эры. Потом они легли в основу так называемой книги мертвых. Еще один известный погребальный комплекс – это Дахшур. Он расположен недалеко от того места, где был город
Мемфис, одна из столиц Древнего Египта. Именно там впервые построили пирамиду привычной нам формы, а не ступенчатую. По Дахшурским пирамидам тоже хорошо видно, как египтяне экспериментировали. Всего их там было 11, сохранилось 5. Среди них известная черная пирамида. Ничего зловещего в этом нет, просто она стоит на холме из черного щебня. И пирамидион с нее тоже черный, сейчас хранится в первом зале Каирского музея. Второе интересное сооружение, так называемая ломаная пирамида. Это, конечно, ад перфекциониста. Ее как будто собрали из двух. Широкое основание, приплюснутая вершина. В чем логика, ученые так до конца пока и не выяснили. По одной из версий, в проекте была ошибка, ее на ходу пришлось срочно менять, чтобы все это дело не развалилось. По другой версии, торопились, потому что заказчик умер раньше срока. Но это, кстати, маловероятно, потому что заказчиком был фараон Снофру, отец Хеопса. И от него осталось еще 2 пирамиды. Одна из них как раз первая по-настоящему пирамидальная. Это розовая пирамида, 3-я по высоте после Хеопса и Хефрена, 109,5 метров в высоту. У нее, как и у пирамид Гизы, тоже была белая облицовка, которую в средние века тоже растащили на стройматериалы. Под облицовкой был известняк необычного оттенка, который на закате выглядит розовым. Отсюда романтическое название. Пирамиды строили даже за пределами Египта. С 9 по 4 век на территории современного Судана было так называемое Мираидское царство. Там жили нубийцы, которые попали под сильное влияние Египта. Так что у современных ревизионистов, которые говорят, что фараоны были черными, все-таки есть некоторые основания так считать. Нубийцы-мираиды действительно, как могли, подражали старшим товарищам египтянам и тоже строили пирамиды. Маленькие. Самая большая 30 метров в высоту, но зато пирамид очень много, всего 255 штук. До нас дошли, конечно, не все, потому что в 19 веке в регион приехал итальянский археолог Джузеппе Ферлини. То есть это он местным сказал, что он археолог, а по факту он был авантюрист и охотник за чужими сокровищами. Довольно быстро копать лопатой ему надоело, в поисках сокровищ, и где-то 40 пирамид он взорвал с помощью динамита. Ну, теперь, собственно, можно перейти к теориям про пришельцев. Интересно, что с пирамидами Европа познакомилась довольно поздно. То есть все образованные люди знали, что был такой Древний Египет, что где-то что-то там остались какие-то пирамиды и другие руины. Но первыми, кто привез нормальное изображение пирамид, были ученые из свиты Наполеона. Никаких автохтонных египтян к тому времени уже давно не было. Их останки превратились в народ коптов и вообще забыл свою культуру этот народ. В Египте уже 1000 лет жили арабы, которые сами понятия не имели, что это за пирамиды, зачем они нужны, да и вообще не особо и интересовались. Древним папирусом могли растопить печь, а мумии выкапывали, измельчали и продавали как бат. Считалось, что это помогает от всех болезней подряд. Наполеон первым привез в Египет полноценную научную экспедицию, которая потом выпустила огромный отчет. Все по форме, то есть египтология начинается в 19 веке. Время было бурное, в моду очень скоро вошла всякая эзотерика и другой оккультизм. К тому же египетскую тему подхватило популярное тогда масонство. Научные традиции, наоборот, еще не сложились до конца. Многие исследователи были любителями, а то и просто мошенниками. Неочевидная идея, что исторические памятники надо беречь, тоже еще не утвердилась. Как уже было сказано, активно применялся динамит. Короче, вокруг пирамид начали расти всякие оккультно-эзотерические теории. Их было настолько много, что появился даже специальный термин «пирамидология». Особенно часто люди съезжали на почве нумерологии. В 1859 году англичанин Джон Тейлор выпускает книгу «Великая пирамида. Кто и зачем ее построил». В книге он изо всех сил подгоняет пропорции пирамид под золотое сечение и утверждает, что пирамиды построили не египтяне, а иудеи, и даже приводит подходящие по смыслу отрывки из Ветхого Завета. Ученым Тейлор не был, он был издателем, который зарабатывал на второстепенных английских поэтах. В Египте он тоже никогда не был, но задал канон. Его принято считать основателем пирамидологии. Первыми, кто начал фанатеть по Тейлору, были члены британской группы израилитов. Была такая секта, которая верила, что англичане принадлежат к одному из 10 потерянных колен Израилевых. Доказательство они приводили такое. Базовая египетская единица измерения длины, если прищуриться, примерно равнялась английскому дюйму. Израилитам возражал американец Чарльз Тейз Рассел. Он утверждал, что пирамиды построены
Богом, чтобы туда поселить праведников после страшного суда. Рассел, кстати, основатель запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы». Были и более экзотические варианты. Например, жил такой потрясающий персонаж по имени Игнатиус Данелли, американский политик, масон и коммунист. Все это вполне официально. Представитель организации под названием «Благородный и святой орден рыцарей труда». В 1881 году он выпустил книгу «Атлантида. Мир до потопа». Книга разошлась сумасшедшим тиражом. Сюжет, значит, там такой. Атлантида существовала, жили там те, кого мы называем богами, а последней колонией атлантов был Древний Египет. Поскольку раса атлантов обладала немыслимыми для нас технологиями, им не составило труда соорудить пирамиды, причем не только в Египте. На новый виток интерес к пирамидам вышел уже во второй половине 20 века. Это была эпоха Нью-Эйджа, люди сходили с ума по всему паранормальному. В 70-х изобретатель Патрик Фленнеган создал макет пирамид Гизы и обнаружил, что пирамиды якобы обладают свойствами резонатора. У него появились последователи, которые развили теорию. По их мнению, в копиях египетских пирамид люди медленнее стареют, а растения растут быстрее. Ну и, конечно, с помощью сакральной нумерологии пирамид предсказали Первую мировую войну, распятие Христа и Армагеддон. Все, кроме последнего, предсказали задним числом. Человек 19 века видел в пирамидах знаки божественной воли и ключ к толкованию священных книг. Хиппи и нью-эйджеры в духе времени исключили пирамиды из исторического контекста совсем и переписали их на инопланетян, путешествующих во времени. Легендарный автор альтернативных исторических теорий Эрих фон Деникин записывал пирамиды на счет космонавтов древности. В 1968 году выходит его знаменитая книга «Колесницы богов», где он одним из первых формулирует теорию палеоконтакта, то есть встреч человечества с инопланетянами в далеком-далеком прошлом. И вот, по его мнению, пирамиды – это ориентир для древних космонавтов. А египтяне не смогли бы построить пирамиды, поскольку не имели подходящих инструментов. К тому же нет никаких доказательств присутствия египтян на месте строительства. Но на самом деле инструментов сохранилось много, находили и следы городков строителей с развитой инфраструктурой, но Деникин – это до сих пор классика пирамидологии и основа для множества других спекуляций. В частности, для так называемой корреляционной теории Ориона. Значит, по ней расположение трех главных пирамид Гизы и Сфинкса соответствует расположению звезд в созвездиях Ориона и Льва. Поток людей с линейками не иссякает до сих пор. В основном их занимает пирамида Хеопса. Тут понятно, математически значимые пропорции, точная привязка к сторонам света, ну и Хеопс там внутри действительно не нашли. По-прежнему говорят, что если там поделить одни размеры на другие, получают число π. А если что-то еще там на что-то перемножить, то получается золотое сечение. Можете сами проверить, если хотите, это достаточно увлекательно, или посмотреть фильм «Тайны пирамид» документальный, там это все убедительно раскладывается. Проще всего предположить, что египтяне, точно так же, как и мы, угорали по пропорциям и по красивым числам. Прелесть математики и геометрии в том, что они работают где угодно, хоть в Древнем Египте, хоть в Лувре. Любой математик вам скажет, что для занятий математикой нужно три вещи: чем писать, на чем писать и еще желательно голова, чтобы думать. Чернила в Древнем Египте были, папирус был, время подумать тоже было, десятки тысяч лет. Других развлечений все равно не было, тикток еще не изобрели. Кстати, сохранились остатки египетских математических трактатов. Один из них даже хранится в Москве. Это так называемый Московский математический папирус. Хотя, конечно, идея о том, что пирамида Хеопса – это такой многотонный учебник базовой геометрии, это, безусловно, красиво. Вполне в древнеегипетском духе. Во всей этой конспирологии любопытно такое характерное убеждение современного человека в том, что люди прошлого не могли быть умнее человека нынешнего. Обязательно какие-то сверхразвитые инопланетяне прилетели, все это дело построили, при помощи лазерного зубила и атомного молотка отшлифовали и оставили. Мы живем в эпоху прогресса и привыкли, что он поступательный. Сегодня у тебя паровоз, завтра у тебя автомобиль, послезавтра будет, значит, звездолет. Или он уже был у древних атлантов. Все сложное и крутое у нас автоматически ассоциируется с футуризмом, с развитием техники. Альтернативных версий о назначении и происхождении пирамид на самом деле миллион.
Средний профессиональный египтолог получает где-то по одному письму на эту тему каждую неделю. Космический маяк, огромные солнечные часы, которые отмеряют время до гибели цивилизации, а сфинкс — это стрелка этих часов. Послание из прошлого в будущее, где, как на табличках космического аппарата «Пионер», зашифрованы основные знания. Что еще? Зернохранилище из Библии. Это средневековый вариант, его предложили христианские паломники. Установки для производства удобрений. Штаб разумных динозавров, погибших в ядерной войне. Инопланетная база и даже электростанция, которая работала на неизвестных нам принципах. Есть пирамидологи, которые настаивают, что пирамида Хеопса находится на одной линии с пирамидами инков, островом Пасхи, Анкор-Ватом и другими подобными достопримечательностями. Ну, понятно, да, что у нас планета круглая, и при большом желании все, что угодно может оказаться на одной линии, смотря как ее провести. Отдельные уникумы видят среди иероглифов изображение боевого вертолета «Апачи». Хотя с чего бы египтянам иметь у себя современные американские вертолеты, не очень понятно. Тут скорее боевые треножники подошли бы. Египтологи за глаза называют пирамидологов пирамидиотами. Ну, то есть, понятно, да, обидно и часто правда. Но не всегда. Альтернативные версии не только про пирамиды, а вообще любые, не так смешны, как это может показаться. Пока что основной аргумент против религиозной функции пирамид таков. Археологи любят приписывать религиозную функцию всему непонятному. Подобные случаи в истории уже были. Например, в XIX веке специалисты были уверены, что у древних римлян были такие, знаете, особые домашние храмы. Римляне там поклонялись проточной воде и речным нимфам. Но к концу XIX века крупные европейские города переключились с выгребных ям на унитазы. И тогда до специалистов дошло, что это были не храмы речных миф, а древнеримские туалеты со смывом в городскую канализацию. Нельзя исключать, что с пирамидами произойдет что-то подобное. И в 23 веке человечество вдруг внезапно сообразит, что это не гробница. Буквально хлопнет себя по лбу и скажет: так вот что это было. Если появятся достаточно убедительные доказательства, мейнстримная наука скрывать этого не будет. Это же сколько, вы понимаете, диссертаций можно будет защитить. Но пока версия с гробницами остается самой убедительной. Новая информация и так появляется постоянно. Исследования идут. Например, в 1993 году в вентиляционные шахты пирамиды Хеопса запустили небольшого робота, названного в честь египетского бога, открывающего пути. И выяснилось, что это никакие не вентиляционные шахты, они доходят до поверхности, но не выводят наружу. Зачем в таком случае они нужны? Непонятно. Основная версия — это были символические каналы, по которым душа фараона, значит, могла покидать пирамиду и возвращаться обратно. В 2017 году команда из японцев, французов и египтян попробовала на пирамиде Хеопса специальное сканирование и нашла над большой галереей большую полость 30 на 4 метра. Что там может быть и что с этим делать? Об этом тоже идет научная дискуссия. Плавает даже датировка пирамид. Ну, то есть у египетских чиновников все просто. Они директивно назначили датой постройки пирамиды 23 августа 2560 года до нашей эры. И каждый год это отмечают. Но вообще называют разные даты. Недавно в Шотландии нашли образцы дерева, которое 100 лет назад позаимствовано было из камеры царицы одним ушлым англичанином. Радиоуглеродный анализ показал вилку с 3341 года до нашей эры по 3094 год. Так что есть и такое теперь мнение. Египетская книга мертвых гласит: «Я открыл пути, которые принадлежат небесам, и те, которые принадлежат земле, и никто не выступил там против меня. Я превознес твой лик, о господин вечности». Это явно стиль 24 века до нашей эры. А вот стиль 21 века нашей эры 2 августа 2020 года, за несколько дней до полета космического корабля Crew Dragon, Илон Маск написал в Твиттер: «Пирамиды построили пришельцы». 100%. Ну, мое мнение о пирамидах очень простое. Естественно, я не ученый, естественно, я не археолог, я не знаю, зачем они были нужны, и я не готов назвать пирамидологов идиотами, а ученых аферистами, но у меня, как опять у простого телезрителя, вопрос. Ну, дорогие друзья, вот как мы же все-таки привыкли к тому, что цивилизация у нас развивается поступательно. Ну, то есть вот научился человек на Древней Руси возводить, например, оборонительные постройки, которые он потом назвал
Кремлем, да, или там в Европе человек, или там в Азии. Вот стали строить храмы и продолжали их строить, продолжали, видоизменяли, улучшали. В какой-то момент архитектура стала становиться беднее, потом было возрождение, все это вернулось. Но, тем не менее, человек никогда не забывал, как строить дома, как строить, значит, оборонительные объекты. А здесь пирамиды. Непонятно, почему их построили. Мы себе придумали, что рабы натаскали туда камней или вольные каменчики, отшлифовали их, вознесли на невероятную высоту эти пирамиды. Нынешние строители даже такого построить не могут. Мы не знаем, зачем они были нужны. Ну ничего, цивилизация просто их бросила и пошла дальше. А люди, которые жили там, они потом превратились, вот потом персы пришли, потом арабы. Ну, стоят пирамиды себе и стоят. Ну, на самом деле, мало ли что-то на земле стоят. Дофига же всякого стоит на земле. Вот, поэтому обе версии, конечно, неубедительны, но мне по-прежнему кажется, что, конечно же, люди, которые строили эти вещи, не могли ничего сделать тесалом, кайлом и камнем о камень, не могли это рассчитать, потому что, знаете, даже построить деревянный туалет на собственной даче нужно обладать каким-то умением, каким-то математическим знанием. А у этой цивилизации таких знаний не было. Но, тем не менее, такие вещи они построили. Вот что занимает мой ум, а ответить на вопрос, для чего нужны пирамиды и кто же их построил, я вам не могу. Но все-таки, наверное, пришельцы. Спасибо, что смотрите «Уроки истории», и до новых встреч.